Сегодня я с вами хочу поговорить по очень интересному вопросу. Начальные установки винтов карбюратора, бензопилы, бензокосы, ну и тому подобное. О всей бензотехнике, которая имеет карбюраторы мембранного типа. По тем или иным причинам в жизни бывают такие ситуации, когда нужно выставить регулировочные винты карбюратора как бы в начальное состояние, для того, чтобы бензопила хотя бы как-то завелась, а затем уже можно было бы произвести регулировку. Вот у меня здесь несколько карбюраторов новых. И сейчас мы поговорим о том, как должны быть выставлены винты на этих карбюраторах. Это вот у нас карбюратор от бензопилы «Дружба». Он совершенно другого типа. Он тоже мембранный, но у него нету насоса топливного. И поступает сюда бензин самотеком. Более того, их несколько модификаций. Ну, по крайней мере, мне две известны модификации. И это отдельная тема. Поэтому мы его сразу отложим в сторону. А здесь далее мы рассмотрим обыкновенные карбюраторы мембранного типа. Вот это у нас новый карбюратор для бензопилы «Тайга». У него здесь топливный насос, как положено внизу. Давайте смотреть, какие у него и где винты. На этом карбюраторе ничего здесь не написано, просто левый и правый. Также примерно написано в инструкции левый и правый. Да? И там, значит, говорится о том, что вот этот винт для регулирования холостого хода, вот этот для регулирования мощности пилы. Ну, а по сути здесь получается вот что. То есть вот этот левый, это винт L. Если мы говорим про современные карбюраторы, вот в этот вот правый винт мощности маркируется винт H. Винт T, вот он здесь находится. Ну, что здесь про винт T сказать? Могу только показать, насколько он примерно вывернут. Вот. И посмотрите сюда. Здесь у нас дроссельная заслонка немного приоткрыта. Этим винтом Т регулируется приоткрытие заслонки. Если мы будем его закручивать, то она будет приоткрываться. Эта заслоночка у нас должна быть немного приоткрыта. Далее, давайте посчитаем. Будем просто, чтобы нам потом не заблудиться, просто будем записывать, когда мы что-то делаем с карбюратором. Собираемся в промыватель, что-то, как только касаемся винтов, так мы должны сделать вот что. Взять и закрутить его до отказа, но без фанатизма. Вот смотрите, считаю по половинкам. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и примерно 1/8. Вот сейчас выставим в обратную сторону. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть на одну получается 3 оборота. Винт H. Также закручиваем его, запоминаем положение и закручиваем. 1. А вот здесь вот 1 оборот и примерно 1/8. Это винт H. И теперь еще, значит, половинка оборота и примерно 1/8 или 1/4. Да? Получается, что у нас 3/4 оборота винт H, а этот у нас получается винт примерно 3 полных оборота. 2,5 и 1/8, потому что 5 было. Вот. Это что касается бензопилы
Тайга. Значит, по Уралу там схожее устройство. Там про винты L указано в инструкции, когда мы не знаем, как нам нужно их устанавливать, как регулировать. То есть бензопила может вообще не заводиться. То есть начальной установки для винта L это 1 оборот. Также закручиваем, а потом выкручиваем 2 раза по половинке. То есть 1 оборот. А винт H полоборота. Так написано в инструкции. Вот. Это у нас по бензопиле Тайга и Урал. Убираем его в сторону. Партнер 350. Ну вот он новенький у нас. Совсем. Значит, смотрите. Сразу начнем. Винт Т. Винт Т здесь обороты считать мы не будем. А просто обратим внимание, что винт Т примерно до половины конуса выкручен. Примерно до половины. Ну, может быть, чуть поменьше. Это заводская регулировка. Здесь винт L. Давайте считать. Раз, два, три, 4, 5. То есть 2,5 оборота. Заводская установка. Ставим его обратно. Раз, два, 3, 4, 5. Это винт L. Винт H. Это правый. Вот этот вот винтик. Давайте считать его. Раз, два, 3, 4. 4 и примерно 1/4. Вот выставим его в то положение, которое он был. И откручиваем. Раз, два, 3, 4. То есть получается 2 оборота и примерно 1/4. Это партнер 350. Новый карбюратор. Давайте посмотрим, что у нас там далее идет. Далее у нас идет карбюратор. Значит, на китайскую бензопилу 45 кубиков. Дробь 52. Какие здесь идут настройки? Значит, опять же, это у нас карбюратор для бензопил без праймера. Китайские 45 или 52 куба. Карбюратор один и тот же идет. Винт Т, вот он верхний, он у нас здесь выставлен больше, чем до середины конуса. Немного больше. Ну вот, давайте смотреть винт L. Раз, два, 3, 4. 4 с небольшим. То есть 2 оборота. Давайте. Раз, два, 3, 4. 2 оборота. Винт H. Закручиваем. Раз, два, 2 и 1/4. То есть получается это 1 оборот с четвертью. Давайте обратно ставим. Раз, два, все. Это у нас для китайской бензопилы 45-52 кубика. Без праймера. Хорошо, посмотрим следующий карбюратор. Это у нас
такой же карбюратор, как бы для 45-52 кубика, но уже для пилы с праймером, китайская. Он отличается тем, что есть вот такой вот дополнительный штуцер для отвода бензина из камеры наполнения под мембраной, которая. Давайте посмотрим, что здесь у нас. Раз, два, три, четыре. 4 с четвертью. Это 2 оборота и 1 четверть. Хорошо. Вставим обратно. Раз, два, три, 4. То есть 2 оборота с четвертью. Винт Айч. Также закручиваем. Раз. Так, раз, два, три, 4 и 1 четверть. То есть 2 оборота и 1 четверть. Хорошо. Раз, два, три, 4. Все, мы восстановили начальные регулировки. То есть так, примерно так же, как и там было. Далее у нас идет штиль 250. Конечно, это не оригинальные карбюраторы, но тем не менее. Вот у этого карбюратора классический. Значит, винт Т выставлен до середины конуса. Винт L. Давайте считать. Раз, два, три, 4, 5. То есть 2,5 оборота. Это обычное значение, которое я рекомендую для начальных установок различных бензопил. Обратно ставим. Раз, два, три, 4, 5. Винт Айч. Давайте смотрим. Раз, два, три, 4. 4 с четвертью. 2 оборота и 1 четверть. Ну, можно выставлять 2 оборота. Вот. Ставим, выкрутил эту 1 четверть и теперь считаю. Раз, два, три, 4. То есть при такой установке уже у нас бензопила должна завестись. Отложим его пока в сторону, еще к нему вернемся. Значит, а это у нас карбюратор от штиля 180. Ну, знающие люди знают, что у 180 штиля регулировать, в общем-то, нечего, кроме винта холостого хода. Вот он, единственный винт. Вот он с завода идет. Но опять еще раз обращу ваше внимание, что это не оригинальный карбюратор. Значит, давайте посчитаем, что у него у нас. Здесь у нас резьба левая, поэтому крутим в левую сторону. Раз, два, три, 3 с четвертью. Но вообще говоря, это мало. Я обычно рекомендую ставить 2,5 оборота, а далее регулировать. Ну, давайте вернем его в обратное положение. Раз, два, три. 3 по половинке. Все, мы вернули его в исходное положение. Все убираем в коробочку и как бы про него забыли. Нечего там регулировать. Значит, какие установки начальные или нулевые рекомендую обычно я? Из моего опыта, он, поверьте, не такой уж маленький, следует вот что. Что винт Т нужно выкручивать до половины
конуса. Пусть обороты будут, скажем, великоваты, это не так страшно, мы их потом подправим. Винт L я всегда рекомендую выставлять 2,5 оборота. Смесь немного будет, скорее всего, обогащенная, но ведь нам нужно завести бензопилу. И чтобы она как-то хотя бы начала работать. Вот. Что касается винта H, то обычно я выставляю 1 или 1,5 оборота. И все, при этих положениях винтов уже бензопила уверенно заводится. А дальше можно регулировать уже под состояние нашей поршневой и под нашу бензопилу. Примерно такие же значения для винтов будут и на бензокосах. Если, конечно, там у нас имеются те же самые наши стандартные винты, а именно винт L, винт это средних оборотов, винт T и винт H, которым мы регулируем мощность. То есть та же самая история для бензокоса. Ну, может быть, с небольшими отклонениями. Но если мы выставим вот эти вот значения, то вероятность того, что она заведется, очень большая. Значит, если мы выставили вот эти вот значения, и у нас бензокоса, скажем, не завелась, или бензопила не завелась, нужно выкрутить свечу и посмотреть ее состояние. Если она у нас мокрая, а искра у нас хорошая, это мы проверили еще в самом начале, то тогда, соответственно, немного нужно убавить, то есть подзакрутить винтики, тот и другой. Потом у нас бензопила или бензокоса заводится, и начинаем стандартную регулировку. Вот все, что я хотел вам сказать по этому поводу. До свидания, до новых встреч, здоровья вам и всего хорошего.